Друзья, всем привет! С вами Юлия Баталова. Сегодня у нас воскресенье, второй день мы отдыхаем, а еще впереди целых 3 дня выходных, так как с сегодняшнего дня начинаю в Турции Курбан-Байрам. Все отдыхают, все организации, даже Аккую, все отдыхают, так что у меня сегодня все абсолютно дома. Мы уже позавтракали все вместе и сейчас собираемся на море. Сегодня хотим поехать в Кум-Мехелесе. Посмотрим, есть ли там пластик и вообще чистое ли море. Вот у мужа на работе сказали, что как будто бы там так прям чисто стало. Поедем с вами вместе посмотрим, друзья. Покажу вам Кум-Мехелесе. Готовлю сейчас быстренько гречку. Очень быстро обычно у меня получается ее приготовить. Поджариваю лук с морковкой. Поджариваю фарш, замочила гречку немножко, вот, обязательно замачиваю в чистой воде, либо фильтрованные, либо которую привозят, чтобы потом уже не промывать, то есть я изначально промыла, залила фильтрованной водичкой, вот, и когда вот это вот сейчас дожарю, сверху положу гречку, добавлю немножко соуса томатного, посолю, поперчу и закрою крышкой на минут 20. Потом отключаю газ, и так оно у меня доходит. И этот способ приготовления самый, наверное, лучший. Раньше бывало то, что я отдельно варила гречку, ее варить не надо даже. Когда вот именно таким образом готовишь, все вот эти питательные вещества, которые содержатся в гречке, они остаются. Так, ну смотрите, вот поджарила я, получается, уже фаршик. Хорошенько поджарился он у меня. Сейчас сюда добавляем где-то, пусть будет, да, 2 столовые ложки томатной пасты. Перемешиваем и отправляем гречку нашу с водичкой, потому что она чистая, фильтрованная. И сверху, друзья, можете любую приправу, соль, перец, какая вам нравится. И потом водичкой заливаешь. И заливаем водичкой. Обязательно посолим. Вот рис, я думаю, в таком исполнении не очень будет. То есть рис, это я считаю, что рис все-таки это надо либо с котлеткой, если уж это фарш, если говядина, то надо как гуляш, наверное. Вот. Я не советую готовить рис таким образом. Накрываем крышкой. Все, минут 15-20 будет готовиться, потом выключаем. И считаю, у вас будет уже к приходу еда. У нас точнее. У нас еще есть старший сын, он остается дома, и как раз вот на обед ему уже есть что покушать. Он с нами не ездит, обычно он не любит вообще особо там море, вот это вот бассейн, он ходит чисто так, чтобы физически как-то для здоровья, то есть он не любитель таких водных процедур, хотя лет тогда 12 просто обожал море, а потом что-то вот щелкнуло и все, изменился. Вот, да и сниматься он не любит, и я постоянно, когда рядом снимаю, он начинает возникать, то есть он вот такой вот у нас. Вчера я, кстати, пекла блинчики, угостила соседей. Мы уже думали, что вчера начался Курбан-Байрам, оказывается, это с сегодняшнего дня. Курбан-Байрам, да, сегодня надо всех поздравлять, говорить, хотя бы говорить и Байрамнар, вот, более-менее. Немножко посложнее можно сказать Байраманас Котлоусон или Мебереколсон. Вот, кстати, все, кто смотрит меня из Турции, то есть турецкие граждане, вас поздравляю с праздником Байраманас Котлоусон. Сегодня, кстати, погодка такая хорошая, ветреная, можно уже идти спокойно на море. Вчера была жара, 36 градусов было, и я говорю сразу, давай, говорю, сегодня лучше проведем время в бассейне. Мы вчера реально целый день были в бассейне, по 2 раза ходим в бассейн в день, вот. Но сегодня на море, наверное, бассейн только перед сном сходим. Вот, вообще это чудо, что есть в прям доме бассейн, а сейчас еще праздники, вообще практически никого нету, и целый бассейн, можно сказать, на нас одних.
Вот, скорее всего, все разъехались. Мы тоже планировали куда-то поехать, но у нас не получается. Ну, мы только приехали с отеля, как бы, и, наверное, это даже будет чересчур. Хотя мы собирались. Вот если бы попалась какая-то машина такая выгодная, нам сказали, что минимум на 8 дней, говорит, машины. Но это вообще очень дорого получается. Нам нужно было где-то на дня 3, мы хотели, на 2, может быть. Такого уже нету. И если уже на 2, то это, наверное, очень такие уже дорогие будут машины. Поэтому мы уж вот так вот будем проводить время дома. Но, в принципе, дома тоже нужно как бы находиться. Тем более есть море. Мы будем ездить и, наверное, в Кум-Махалесе, и, наверное, в Каскалесе. Мы все-таки съездим. И здесь, может быть, в Сан-Оглу съездим. В общем, будем вот так вот как бы отдыхать. Все будет на расслабоне, друзья. Я думаю, нужно всегда всего понемногу. То есть, не если когда что-то у вас в жизни становится очень много, то это будет как-то даже, наверное, мешать. Если чего-то мало, то это тоже будет как-то немножко не так для вас. А вот когда все вот так, такой среднячок, во всем баланс, то есть и дома нужно находиться, и ездить куда-то, путешествовать нужно, и на море ходить, и в бассейн, и вот это все должно быть по чуть-чуть. Так ведь? Вот. А когда ты только прям в чем-то, ты, во-первых, привыкаешь, потом жизни не видишь без этого, это тоже не очень хорошо. Поэтому всего нужно по немножку, то есть по среднему, везде должен быть баланс. Алмаз уже собирается на море, а пока я тут готовила, Алмаз говорит: так вкусно пахнет, мам, я хочу кушать, хотя только что кашу покушал. Я говорю: ну ладно, я с собой возьму. И я, короче, решила взять с собой гречку сейчас на море еще, чтобы дети покушали, если что. Посмотрите, какая рассыпчатая, классная получилась гречка с фаршем. Сейчас возьму с собой еще в контейнер для детей. Еще вот так вот заворачиваю в фольгу, чтобы тепло сохранялось. На улице, конечно, жара, но все равно, чтобы прям горяченькое-горяченькое было. И, друзья, вот так вот одела я шапочку. Нанесла только крем, вообще на лицо ничего больше не наносила, только солнцезащитку. И даже тушь не стала наносить, на улице жарко, чтобы все это у меня потом, наоборот, не стало проблемой для меня. Только чисто крем вот этот вот солнцезащитный от Атоми. С собой тоже его взяла, потому что каждые 2 часа его наносить. Обязательно сейчас в дорогу беру 2 химохима. Первый пью обычно до обеда, второй ближе к 4, но не позже 4. И вот это мне дает прям энергию на целый день. От жары спасает. Я себя не чувствую усталой какой-то. И еще оно очень помогает даже от укачивания. Сейчас вот мы будем добираться до Кум-Махалесе на 2 автобусах на жаре. И мне всегда плохо становилось вот в этих автобусах. Я прям еле-еле доезжала до моря. Так что беру с собой 2 химохима еще. Короче, мы, девочки, пошли. Я тут еще мусор прихватила. Пока выйдем, да? Да. Азалия, у нас в семье девочки всегда первее мальчиков, да? Да. Мы молодцы. Вот. Мальчики вечно опаздывают, вечно собираются дольше, чем девочки. А мы накинули платье, надели купальники и все, готовы. Да, Каза? Иди одеть купальник. Да, пошли. Не надо. Перед выходом старшему сыну говорю: сходи в бассейн. Что ты, говорю, вот лежишь дома так вот целый день. Ну, короче, возраст уже такой, то что... В общем, они меняются сейчас очень сильно, быстро. Зато самое главное, он у нас уже 3 5 по ОГЭ получил. Представляете? В школе говорят, что... Ой, у меня сейчас шляпа улетит. Говорят, что, похоже, он один такой. То, что по ОГЭ уже 3-я 5. Представляете, еще один предмет остался, это математика. Но он немножко сомневается в математике. Так что он у меня еще и отличник. Я тоже до 9 класса была отличницей. Ну, он по ОГЭ, получается, отличник. У него есть, конечно, предметы, по которым выходят еще и 4. Я была круглая отличница. И 10-11 класс скатилась, короче. Вот так вот. Такое бывает
Сегодня, кстати, ветрено, и так хорошо на улице. Специально вчера не ходили никуда, потому что было 36 градусов. И я смотрела по погоде сегодня, то, что вот так вот уже более 31 показывает. Думаю, завтра сходим. И вот сегодня уже собрались на море. Смотрите, друзья, гуси-то растут, гусята. Смотрите уже какие. Быстро, кстати, они вырастают. Смотри. Хвостик. У гуся хвостик. За хвостик кусает. Очень быстро растут, да? А еще же подростки были тут. 2 подростка. Вот, а вот цыплята. Да. Это не цыплята. Гусята. Это гусята. Тут жарят шашлыки. Шашлычок жарят. Людей выходные, отдых. А эти 2 гуся, они обычно вот здесь вот где-то. Вон они. Там вот плавают. Под мостом они, короче, плавают. Подростки, которые уже выросли. Там, короче, отдельно они отделились. В общем, подростки отделяются, друзья, не только среди нас, но и среди животных. Подростки обычно отдельно обитают. Главное нам, мамам, папы это ладно, мамам пережить вот этот момент. Отпустить надо, отпустить потихонечку, не спеша. При этом обогревать, оберегать все равно нужно. Еще не созрели. Смотрите, гранаты уже какие большие. Как их много тут. Вот Еще тут. А вот здесь инжир. Смотри, какой большой инжир. Обалдеть. Смотрите, какой инжир. Смотрите, инжир тут. Смотри, какой большой. Растет. Говорят, инжир вкусный. В смысле, мы же уж пробовали. Ты как будто не пробовал, говоришь. Нет, я к тому, что вот так вот, когда спелый инжир, ты берешь, кушаешь. Он очень вкусный, я обожаю инжир. А он еще очень полезный. Очень полезный. Семечки как растут. Смотри, оливки растут. Нет, вот смотри, я тебе сейчас покажу. Смотри, какие цветочки уже. Вот это Это не подсолнух. цветочки, это подсолнухи. Там семечки будут черные. Может, Нет, белые, скорее всего, здесь они другие. А смотри, рядом помидоры растут, смотри. Вон, хочешь посмотреть, как помидоры растут? Только так трогать нельзя. Пошли посмотрим. Пошли посмотрим. Сейчас ругаться будут. Азалия, рвать нельзя. Смотрите, какие семечки белые. Тут кто-то живет. Диван на улице. Друзья, я такой блогер, что показываю все на свете. Многие блогеры показывают только самые лучшие моменты всего, что видят. Я показываю даже мусор. Вот. И вот такие вот заброшенные домики. И таких домиков много, кстати. Ребята, смотрите, тут чуть-чуть синее на окошке, вот тут. Да, ебята. Может, друзья? Друзья. Друзья. Азалия, дай. Смотри, Пока ре мы не выговариваем до конца. синее. Реально, да? Это синее. Я не вижу никогда картошку. Папа, ты хочешь себе синюю лакушку? Хотели, короче, сейчас купить в магазине, сок, попить что-нибудь с собой. Магазин закрыт даже, вот магазинчик у дома небольшой есть. Мы в сетевой, конечно, не заходили, так что магазины закрыты, надо было, конечно, заранее об этом подумать. Смотрите, какая шляпа у меня крутая. Смотри, какая шляпа у меня крутая. О. Да. Так что, друзья, Курбан-Байрам — это как у нас, наверное, Новый год, когда 1 января некоторые магазины закрыты, не все работают. Вот так вот. Хотя у нас в Татарстане тоже есть Байрам, Курбан-Байрам, но там не так. Да, говори. То есть там рабочие дни, все работают.
Друзья, доехали, короче, до центра на Долмушке. 25 лир за человека. И смотрите, все магазины закрыты, такие вот, как вот такие вот частные магазинчики, где продают там всякие фотосалоны закрыты. И зашли сейчас только что Мигрос, время 11:30, Мигрос только открылся еще. И в 11:30, представляете, только открылся. Работает до 8. Кому информация это интересно, вот имейте в виду. Вот такие вот магазинчики все закрыты. Все как бы. Кафешки тоже закрыты. Конечно, поражает вот это вот у них такое, ну, во время такого вот байрама, да, у них так прям все сплоченно. Некоторые, конечно, кафешечки работают. Вот, допустим, вот эта вот кафешка. Возможно, какая-то она как сетевая. Вот. Такие кафешечки работают. Люди сидят, кушают. Но это как бы Селивке город. Вот, допустим, мы в Газипаше, когда были, у нас там тоже, помню, такое-то, что магазин какой-то дежурный работал, было такое. Но все абсолютно было закрыто. А здесь как бы город, в любом случае есть какие-то сетевые вот такие вот кафешечки. Они, наверное, все-таки работают, да? А вот такие вот частные все, то есть если люди, для людей как бы это праздник важен, даже если Мигрос открывается в 11:30, то есть вот, ну, как-то так. У нас, конечно, это тоже праздник в Татарстане, но не официальный праздник, у нас работают люди. Вот такая вот разница в менталитете, друзья. Смотрите, крепость видна. Это крепость в Селивке, ее реставрируют. Так бы мы уже давно сходили, туда показали вам. Может быть, кто-то на канале смотрит из Селивке. И если вы уже ходили туда на крепость, скажите, напишите, мы тоже обязательно сходим туда. Я покажу своим зрителям. Вот сейчас мы пройдем через мост в ту сторону, и там стоят долмушки. Мы поедем уже оттуда до Кум-Мехалесе, друзья. Ну что, друзья, доходим до Кум-Мехалесе. Вижу, что народу много, многие приезжают именно на машине сюда. Смотрите, сколько машин. Доехали мы сюда, получается, за двоих 60 лир, короче. Один билет стоит, оказывается, 30 лир. Вот. Здесь, говорят, море такое почище. Сейчас посмотрим. Люди уже купаются. Вот такая вот местность здесь. Здесь много домов. Я знаю, даже подписчики меня смотрят отсюда. Кто здесь проживает, большой привет. Вот. Мы, конечно, присматриваемся ко всем районам. Селивке, Ташуджу, там и другим, Атакент и Кум-Мехалес тоже присматриваем. Почему? Потому что мало ли, ну, как бы мы захотим переехать, да? Вот, все варианты для нас интересны, где можно проживать здесь. Вот, так что присматриваемся. Смотрите, какой здесь песочек. Прям мелкий-мелкий, так классно. Сейчас посмотрим само море. Ой, ну круто! Столько народу. Все с зонтиками. Все подготовленные. Это только мы без зонтика. Чисто в кепочках, в шляпах. Вот. И, друзья, мы на Кум-Мехалесе. Мы уже искупались. Вода прозрачная, прозрачная. Прям такая голубая-голубая. Ни капли тут пластика нет. Я прям даже смотрю, хоть я и не была на Мальдивах, я могу прям смело сказать, прям как на Мальдивах. Я вам сейчас прогуляюсь, еще покажу. Пока вот Руслан пошел за детьми, дети куда-то убежали, я хотела крем намазать на детей, ну, детям. Руслана уже намазала вот этот вот свой любимый крем от Атоми, себе намазала. Но себе намазала я перед выходом, сейчас еще раз повторю. Вот, детям обязательно на лицо намажу его, можно и детям мазать, если что. Посмотрите, голубое-голубое, обалденное. И сегодня такой ветерок легкий, можно вообще быстро загореть. У нас еще для тела лежит такое обычное, где-то мы в магазине брали его, именно для тела, как молочко. Но он, конечно, 50 плюс написано, но, не знаю, он не особо так защищает, как будто бы. Вот, но все равно буду наносить сейчас. Вот, и потом покажу вам море, друзья. Намазала всех кремом, сейчас себя намажу. А вы будете вместо зеркала, друзья. Как раз вам покажу, как этот крем вообще
вообще на лице. Он крутой, вообще классный. Я обожаю его. Прям лицо становится как будто такое все, как сказать. В общем, раньше я не могла найти себе крем подходящий, потому что он оставлял пятна на лице. Вот, а этот он не оставляет. И прям так круто ложится. Сейчас я сниму шляпку свою. Вот, на лоб обязательно. Потом мы с вами прогуляемся до моря. Покажу вам море, какое лазурное. Оно на самом деле такое прям голубое-голубое. Оно еще такого светло-голубого цвета начинается. То, что я сегодня ни тушь, ничего не намазала, так хорошо прям. Можно полностью обмазаться этим кремом. Вот. И даже не побояться, что размажется крем. Ой, карандаш какой-то. Смотрите, как на лице хорошо. Да, друзья, кто на канале моем впервые, я блогер, который показывает все. Все, что сталкивается, все, что приходит на моем пути, я все рассказываю, всем делюсь. Вот, у меня еще есть несколько других каналов. В описании можете найти ссылочки на эти каналы. Также я занимаюсь атами. Вот, рассказываю, делюсь информацией, сама пользуюсь продукцией. И зарегистрировать могу любого человека с любой страны, чтобы вы тоже могли себе это все заказать и пользоваться этим. Ну все, я готова, можем пойти смотреть море с вами. Давайте пойдем, посмотрим. Так, здесь, в общем, очень чистое море, сразу говорю. Даже никуда в Кыскалеси не надо ездить, оказывается. Вот, оно еще на самом деле и по цвету такое красивое-красивое, как на Мальдивах. Вот реально, вот видео, фотографии смотришь, как на Мальдивах, вот такое же. Конечно, сегодня ветрено, мне немножко надо погромче, наверное, рассказывать. Вот, но ветер прямо идеально, потому что сейчас жарко. Вот, и прям ветер спасает. Я не знаю, сколько градусов, я посмотрю попозже, озвучу, если не забуду. Смотрите, какое море, друзья. Смотрите, вот я иду, да, оно еще и пологий вход, то есть все прозрачно, прям, не знаю, мне даже больше, чем в Кыскалеси здесь понравилось именно море. Конечно, в Кыскалеси там очень много всяких тоже, ну, то есть набережная, там отели, то есть там как бы своя изюминка, да. А здесь получается вот там вот Ташуджу, а это уже все полностью Кумма-Халясе идет. Вот, дети здесь спокойно могут играть, потому что пологий вход, смотрите, я уже сколько прошла, а мне все еще по колено. Ой, обалденно просто, вот реально, ну, необъяснимо, настолько круто. У меня там вон Руслан лежит прямо на море. Цвет волны, вот такой вот, знаете, лазурный цвет моря, обалденно. И кто вот из Кумма-Халясе мне писал, да, повезло вам то, что здесь вы снимаете. Здесь вообще круто, по сути. Вот интересно, да? О, я там вижу, кто-то дроном пользуется. Вот интересно, здесь, если жить, я уже вопрос задавала, ответа так и не услышала. Мне никто ответ не написал. Вот если здесь жить, допустим, до Ташуджу доезжать, ну, далеко или нет? Или там пешочком прогуляться? Или это надо обязательно транспорт какой-то иметь? И вообще, как бы, если вечером, допустим, куда-то собрался там, ну, прогуляться, чтобы не только дома сидеть, можно ли вообще куда-то сходить погулять, друзья? Вон Руслан плывет сюда. Вот такой вот вопрос. Кто смотрит из Кумма-Халяси, напишите, пожалуйста. Просто вот, ну, как бы, как я и говорила, мы рассматриваем все районы. У моря тоже жить хочется, да, доезжать как бы сложно, видите сами. До Кумма-Халяси действительно, если как бы на общественном транспорте, то это надо с пересадками ехать. То есть именно до Кумма-Халяси, Силивке. Я такого автобуса не знаю, может быть, кто-то знает, поделитесь. Вот, смотрите, какая красота, ну, честно, обалденно просто. Так, ну что, друзья, по поводу крема рассказала, по поводу моря рассказала. Пойду я, наверное, окунусь уже сама. У меня уже Руслан там меня ждет. Вот такие вот, друзья, выходные.
Курбан-Байрам начался в Турции. Сейчас всех поздравляем, сами постоянно даже на автобус сели, я говорю, и Байрамнар, как бы все отвечают, типа Тышикурлер, тоже типа и Байрамнар. Вот, так что вот такие вот у нас выходные. Друзья, и все, мы искупались, закругляемся, идем домой. Что хочу сказать, самое большое, оказывается, тут, большой минус, это нету душа в Кум-Махалеси. Вот, сейчас вот мы идем с Аленой домой, и не очень приятно это. Так что вот минус Кум-Махалеси в этом, то что он не оборудован такими вещами. Переодеваться вот так вот в кусты. Хорошо, что я как бы такой человек. Я пришла в купальнике, я могу и уйти в купальнике. То есть он на мне высох. Сейчас переодену вот эту вот накидку на свое платье. И хорошо, кстати, вот в такой накидке берите себе, покупайте. Надо еще и детям купить. Это мне в отеле подарили наши родственники. Вот. И детям тоже такие же надо купить. Руслану тоже надо взять. Очень удобно. Поэтому, друзья, сюда приезжают на машинах. Уже с зонтиком. Потом на машине быстренько до дома доезжают, наверное. И в душ. А так вот, кто здесь живет, в принципе, может дойти пешочком. Мокрым. Ничего страшного. Вот это, конечно, вообще не радует. Почему, интересно, не могут выбросить нормально в мусорку, друзья? Вот то, что это такое? Это вообще ужас какой-то. А я никогда не любила вот такой вот срач. Особенно, если это на природе. Да? Вот так вот мусорить, дети, нельзя. Надо не только себя приучать не мусорить, но еще и подрастающее поколение обязательно приучать. И в основном это многое-многое зависит от мам. Мамы должны объяснять своим детям, что вот это вот свинство. Что вам сказать? Что? Я знаю, кто это сделал. Может, хулиган? Похоже, это точно хулиганы сделали. Их нужно посадить, да, ведь? Да. Пошлите. Это они хитрые и очень быстрые. Угу. Что, друзья, жара и в соленой вот такой вот воде соль вот это сильно ощущается. Жара сильнее ощущается, когда ты в соленой воде весь. Душ нужен срочно. Смотрите, друзья, как выглядит Кум-Махалеси. Вот такие двухэтажные домики даже есть новые. Написано Сатылык. Сатылык написано, надо купить. А что? В Газипаше есть квартира, теперь и здесь будет. Одну надо здесь еще купить. Мы ж мажоры. Вот такие домики есть. Двухэтажные, старенькие. Вот я думаю, интересно, здесь вот в саду что-то можно вообще вырастить. Так, чтобы вышел, а у тебя уже что-то растет. Взял, сорвал. Хотя вон же, вон виноград растет. Яблоки растут. Ночь, конечно, сухо. Сухой климат. Хотя вот оливковые деревья растут. Гранаты растут. Смотрите, как внутри
по-королевски все красиво. Вот машинки стоят. О, смотрите, какие цветы красивые. Обалдеть. Что там? Алоэ. Алоэ. Шелки. Алмаз, что это? Алоэ. 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 Смотри, не алоэ, смотри. Алло. Алло. Е. Алоэ. Слышите гул машины? Надо влево уходить с дороги. Алоэ. 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 Так, здесь вот инжир растет. Смотрите. Да вон там. Вообще так-то много чего. На квадроциклах ездят. На велосипеды. Не велосипеды, как они. Но таких тут транспортах ездят. О, кукурузу продают. Смотрите, сколько красивых деревьев с цветами. Вот. Ориентир вон там вот дерево. Оттуда сейчас мы поедем в сторону Селивке. Да, жара, конечно, тут. Мне напоминает, короче, это место. У нас вот в Челнах есть поселок такой, где коттеджи. Коттеджный такой поселок. И мне напоминает это вот именно этот поселок, как у нас. Вот, примерно так же. Но здесь машина нужна однозначно. Смотрите, вот такая вот машина нужна, мне кажется. Обожаю такие машины. Пикап. О, вообще, я бы, конечно, вот такую взяла бы себе. Я вообще обожаю машины. И мне не нравятся вот такие простые машинки. Мне нравятся вот такие вот аппараты всякие. Я всегда обращаю внимание на них. Да, красиво, конечно. Вот сидят, чай пьют. Здесь, говорят, аренда дорогая. Вот, ну, в принципе, да, если так подумать, у нас тоже дорогая аренда. 17 тысяч лир. Это же не дешево ежемесячно платить. Здесь, интересно, можно найти за такую стоимость? Здесь на велосипедах можно, на электровелосипедах, наверное. И снова цветы. Обалденно. Что, уселись под деревцем? Прикольно. Спасительное деревце. Да. Да, ну рядом. Я могу гулять и делать. Но я просто так не буду Вот это делать. я устала. Пипец. Ой, скажи спасибо, что здесь скамейка есть в Можно тенечке. еще? Да, прям скамеечку Да, можно. получают. Сита. Люди в купальниках. Как я и говорила. Прямо из дома в купальниках и все. И до дома Папа. купальников. А это? Нет, она холодная. Давайте в крышку. Давай. А то мама. Руку не трогай, ладно? Вот как есть, как я тебе даю, так. Ко мне. Прям на улице так классно. И, друзья, мы уже дома. Купили, зашли по пути в Мигрос пирзола из баранина. Пожарили на гриле. Тут овощи, лаваш, салатик. В общем, как говорится, Курбан Байрамы Мбарак Олсун. Вот такое завершение дня сегодняшнее. Вот такие вот у нас выходные. Пишите, как ваши выходные проходят, как праздники проводите обычно. И, наверное, на этом все. Всем желаю счастья, всем желаю радости, здоровья, самое главное. И, конечно же, мирного неба над головой всем.